Друзья, всем привет! С вами Айман Ескараева. В данном видео я поделюсь с вами информацией о том, как зарегистрировать брак на территории Эмират. Ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях свои вопросы и подписывайтесь на мой канал. Итак, существует два способа зарегистрировать брак на территории Эмират. Если один из супругов является экспатом, то брак можно зарегистрировать в самом непосредственно суде. Это необходимо вам явиться по месту регистрации резидентства в этот Эмират и в Аль-Адиде подать заявление, собрать соответствующие документы, о которых я скажу чуть позже. А второй способ является это регистрация в вашем консульстве. То есть у одного из супругов можно зарегистрироваться по законодательствам его страны после того, как вы непосредственно получите документы, соберете перечень по перечню, который требуется в соответствии с требованиями того или иного государства для регистрации брака по законам этой страны. Для того, чтобы зарегистрировать брак непосредственно в самом консульстве одного из супругов, то есть это необходимо будет собрать по перечню, созвониться с консульством. В каждое консульство имеет те или иные требования, возможно, вам придется записаться по очереди, и после этого, в принципе, эта процедура не настолько сложная, многие так делают, и регистрация брака пройдет без особых затруднений. Второй способ регистрации брака на территории Эмират по законам того Эмирата, в который вы будете подавать документы, я бы хотела на этом остановиться более подробно. Потому что существуют определенные отличительные особенности. Само по себе государство Объединенные Арабские Эмираты является исламским государством. Поэтому надо учитывать, что в исламском государстве, религиозном государстве, ваш брак будет зарегистрирован по нормам исламского права шариат. Для того, чтобы зарегистрировать брак по законам шариат, вам необходимо собрать соответствующий перечень, опять же, документов. Вы можете в Эмирате Дубай предъявить это в Аль-Адид. Предварительно непосредственно узнайте по перечню документов. Как правило, это помимо паспорта, помимо документов, которые являются стандартными, это медицинская справка по форме для регистрации брака, это согласие отца супруги на регистрацию брака. То есть женщина должна будет получить согласие отца либо любого ближайшего родственника мужского пола, если нет отца, на регистрацию брака. Также по процедурам шариат заключается брачный договор, обычно стандартный, а также существуют определенные особенности для регистрации брака граждан, например, если это Саудовская Аравия, Ливан, Йемен, то есть в зависимости от требований, религиозных требований той или иной страны, тоже исламских государств. Также по законам шариат необходимо присутствие двух свидетелей мужского пола, исповедующих религию ислам. После того, как будут соблюдены все формальности, вы на руки получите свидетельство о регистрации брака. Свидетельство о регистрации брака, которое вы получите в консульстве, вам необходимо для того, чтобы оно имело силу на территории Эмират, также легализовать в установленном законом порядке. Есть определенные особенности по закону шариат, что вы знаете, что женщина мусульманка не может выйти замуж за мужчину другой религии. Для того, чтобы брак мусульманки был зарегистрирован с мужчиной, не исповедующим ислам, необходимо будет, чтобы он принял ислам. Только после этого можно будет зарегистрировать их брак. В отношении мужчин же иначе. То есть для того, чтобы мужчина-мусульманин зарегистрировал брак с женщиной из другой религии, не обязательно, чтобы она меняла свою религию. В исламском браке дети также являются мусульманами. Существуют определенные особенности при разводе по законам шариат, о которых я скажу в другом видео. В данном видео конкретно хотелось бы просто коротко упомянуть, что при разводе по законам шариат имуществом супругов, нажитое в совместном браке, оно не делится поровну. Каждый остается при том, что он имел, либо то, что на него записано, с тем он и уходит после развода. Необходимо учитывать тот факт, что если вы будете разводиться в будущем, то к вам будет применяться право той страны по законам, которые вы зарегистрировали брак. Это была основная сжатая общая информация о регистрации брака на территории Эмират. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео. С вами была Айман Ескараева, юрист в Дубае, и спасибо за внимание.